Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Бывшая кусает локти или же счастлива? Давайте-ка посмотрим. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Жара продолжается, да, ребятушки? Так, плавимся, как снеговики, да, только из сала. Так, поехали. Ну, снова у нас как-то вот грусть, печаль, тоска, да, как-то мысли все больше мрачные одолевают, да. Вот с одной стороны, это начало нового жизненного пути, вроде бы и облегчение какое-то, да, вот именно моральное облегчение, это касается особенно тех, кто развелся, да, у кого закончились токсичные отношения. Вроде бы все пошло с чистого листа, да, никто мозг не выносит, а как-то не радует жизнь, да. Вроде бы, с одной стороны, куда хочу, туда лечу, а все равно радости нет. Нет позитива по поводу будущего. Вот все больше как-то сомнений одолевает, все больше грустных мыслей, да, вот, а найду ли я кого-то, а останусь ли я один, что будет дальше, да, может проигрываться, что ностальгия вот о прошлом, ну, то есть такие вот моменты, когда, возможно, вы даже сами в чем-то себя накручиваете. Это может еще быть самоедством, можете себя даже обвинять, что что-то не так было, что вы допустили такую ситуацию. Тоже может присутствовать такой момент. Вы мужчина вообще очень страстный, такой сексуальный, вы очень любите интим, да. Вы мужчина своего слова. Знаете, как говорят, мужик сказал, мужик сделал. Вы довольно такой целеустремленный. Вот если вы беретесь за что-то, вы доводите до конца. Вы очень любите все сделанное качественно, да, вот и в работе вы и сами стараетесь все делать качественно, по совести, и того же требуете от других. Поэтому некоторые вот окружающие могут вас считать иногда жестковатым, а вы на самом деле вы просто требовательный человек, такой справедливый, да, который, конечно же, хочет справедливости и качества от других. В принципе, вы такой вот легкий на подъем. Если особенно это какая-то, знаете, вот хорошая компания, да, вот особенно и раньше так было, пока не так грустно вам было, вы могли сорваться, да, вот там семьями, допустим, могли куда-то поехать на отдых, там, да, ну, то есть вы не будете чесать затылок 3 часа и думать, стоит, не стоит. Вот такой, ну, скорее вы живчик, да. Я не беру ту ситуацию, когда вот вы находитесь, допустим, в депрессняке, когда вам плохо. Я описываю вообще, какой вы человек, да, вот от природы. Конечно, когда нам плохо, когда нам делают больно тем или иным способом, то не хочется ничего и никого и никуда бежать, лететь. Но опять же, это временно. У вас, конечно же, разбитое сердце, у вас произошла трагедия своего рода в жизни, да, вот когда это разбитое сердце. Как правило, это касается измены, вранья, предательства, да. У каждого, конечно же, это будет своя история, но эта история, ну реально, она вот сразила вас наповал, она сразила в самое сердце. После этой истории я не удивлюсь, что вам не захочется даже какой-то период вообще вступать в новые отношения, потому что, ну уж слишком сильно вас ранили, вот слишком сильно. Хотя, вот я вам скажу, через какой-то период вы все-таки попытаетесь взять себя в руки и как-то вот отвлекаться, что ли, да. Возможно, кто-то поедет в отпуск, да, может быть, кто-то на море поедет. Ну, я думаю, у вас будет достаточно сил, чтобы пытаться как-то даже сам себя вытягивать из этого состояния. У вас очень хорошо, кстати, развита интуиция. Может даже проигрываться, что вы даже, знаете, вот когда у вас какие-то проблемы, неприятности, вы даже чувствуете, почему, от чего, кто виноват, да, вы очень хорошо чувствуете людей,
Но несмотря на то, что вы сильный мужчина, также присутствует у вас такая вот, ну, нерешительность, что ли. Особенно если это касается каких-то вот любовных вопросов. И теперь вот я вам скажу, что даже те из вас, которые попытаются туда чуть попозже, да, через некоторое время вступать вот в новые отношения, то вы будете, ох, как вы будете присматриваться, ой, как вы будете раздумывать. Вы 100 раз переберете все варианты, вы, возможно, даже проверите женщину, прежде чем вступить в отношения. У некоторых из вас еще вот могут проигрываться, кстати, даже, ну, такие реально романы, которые, ну, в чем-то даже они могут отвлечь вас, да, не просто там для здоровья, но вот реально как-то вы влюбитесь в женщину, вы переключитесь, да, и, ну, это реально вот начнет вас к жизни возвращать, вот такой роман, поэтому можете как бы не стыдиться, не стесняться, да, чем этот роман обернется. Я думаю, это в скором времени, да. Этот роман вот избавит вас как раз от вашего такого состояния. Вы начнете себя вытягивать. Он вам поможет даже выйти из такого вот депрессняка. Так, давайте-ка смотреть, какая же дама пришла к нам сегодня на расклад. Ой, как, ну сразу, ну кто бы сомневался, сразу же дама, любящая денежки. Вот она любит так деньги и денежных мужчин. Ну сразу же, понимаете? Я понимаю, что мир перевернулся, да, что сейчас очень много таких женщин, в принципе, корыстных. Но когда это из расклада в расклад переходит, да, ну уже какая-то просто закономерность. Я понимаю, что одинаковая категория мужчин смотрит, но иногда реально думаешь, ну, мир перевернулся. Человек довольно конфликтный, человек скандальный, человек, который очень любит веселье, очень любит, возможно, какие-то вот гулянки, развлечения, ночные клубы, да. И причем это независимо от возраста. Понятно, что у меня на канале все мужчины разной возрастной категории, да, но в основном это уже 30 плюс, да, как правило. То даже вот смотрите, даже пусть даже женщине 40-50 там, вот все равно она, пусть даже не ночной клуб, но она любит какие-то посиделки, тусовки, да, вот за рюмкой чая посидеть с подружками, повеселиться, потусоваться. Вот как-то она, ну, абсолютно не для семейной жизни создана. Вот она слишком сильно любит себя, слишком любит вот эти вот все такие светские, что ли, развлечения, да. А потом на утро, конечно, она будет вставать с головной болью, потому что, ну, вечером она хорошо посидела, хорошо погуляла, так скажем. Я пытаюсь, если вы заметили, очень деликатно так рассказывать эти все моменты. Стараюсь так, чтобы никого не обидеть. Так, как же она поживает, эта дамочка, которая любительница денег и гулянок? У нее своего рода ностальгия есть. Вот она, знаете, она, с одной стороны, вот пытается казаться хорошей. Вот бывает даже, может быть, она познакомится с людьми, и сразу вот никто не подумает, что она какая-то двуликая, что она манипуляторша, да, вот что она такой человек продуманный, корыстный. Она настолько умеет маскироваться, вот она и вашим, и нашим. Она привыкла быть победителем, привыкла быть первой во всем. Она должна быть лучшей во всем, да. И она сейчас пытается так жить, особо ничего не поменялось, но есть некоторая ностальгия о прошлом. Вот ностальгия именно когда было еще все хорошо, когда у вас была там семья, либо же это отношения были. Когда это было, ну, возможно, это было самое начало, потому что, ну, уж слишком так хорошо, тепло как-то, да, вот ощущение семьи, тепла, комфорта, и этого очень не хватает сейчас. По деньгам я не могу сказать, что у нее прям супер-пупер. Ей очень не хватает любви. Ей очень не хватает именно любящего такого мужчину, который бы кружил ее, который все ее хотелки удовлетворял бы. Вот она как-то, знаете,
Она ищет любовь, она мечтает о любви, и она ее не может найти. Поэтому она как-то так и загрустила. Да, иногда она может себя побаловать там чем-то, да, но у нее нет такого количества денег, чтобы она постоянно могла где-то там по салонам, по ресторанам ходить. Но я бы сказала, что у нее, скорее всего, либо же средний достаток, может быть, даже меньше. Потому что может проигрываться даже урезание зарплаты, какие-то сокращения, может быть, по работе. Но она, знаете, она человек, который, она в принципе, вот у нас она выпала даже как дама кубков. Вот интересно, вот знаете, она, казалось бы, вот она, когда знакомится с человеком, ну, с мужчиной, да, понятно, знакомится, то кажется, что она вас любит, да, ну, на данном моменте это с другими мужчинами она когда знакомится, да, вот кажется, что она влюбляется, но на самом деле она вот влюбляется именно в деньги. Человек, который ищет мужчин именно вот ради денег, ради интима, ради плотских утех. Когда же что-то идет не так, когда ее что-то не устраивает, да, либо же тот же интим, деньги, она разрушает эти отношения. На данный момент я абсолютно не вижу у нее вообще мужчин, да. Вот периодически так у нее бывают короткие романы, и то это всего лишь, ну это ну ни о чем, да, это ну реально поматросить и бросить. Хотя вот на людях она делает вид, что она счастлива, что у нее все хорошо. К ней вот внешне, к ней не подкопаешься. Она и за собой следит, она за фигурой следит. Она такая, ну, дама, в принципе, она очень любит интим. Плотские утехи она любит и может даже проигрываться, что она довольно неплохая любовница. А как мы знаем, да, что почему-то вот довольно часто, когда это просто вот семья, когда отношения, да, вот интим уже как-то вот у многих сходит, ну, на нет, да, либо же это чисто вот миссионерская поза и все, да, вот не хочу, это уже, ну, реально это в долг уже переходит. А вот когда она с другими мужчинами, да, это новенькое, это свеженькое, это новые эмоции, это драйв, это адреналин, да, я уже рассказывала в одном из своих видео эти все моменты. Здесь она, конечно, ну, воспряла духом, вот именно в интимном плане. Но опять же, нехватка любви. Да, интим периодически есть, спонсора у нее нет, любимого мужчины у нее нет. Поэтому вот как-то периодически, знаете, накрывает ее грусть, печаль, тоска, потому что, ну, не может она найти того, кто ее кружил бы так, как вы. Вот, ну не может она найти, как бы она там не следила за собой, что бы она ни делала, да, ну то ли ее раскусывает, то ли она себя так ведет, да, что но не хотят с ней задерживаться мужчины. Ее это очень сильно огорчает. Кусает ли она локти? Давайте посмотрим, жалеет ли она все-таки, что вы расстались. А знаете, она таки жалеет. Конечно же, она этого не покажет, но она жалеет. Вот ей периодически грустно, как я уже сказала. Это не только ностальгия, это оказывается еще грусть и тоска за теми временами, когда были вместе, когда было все хорошо. Даже я вам скажу, что где-то там глубоко в душе она мечтает, вот если бы случилось чудо, и вы к ней примчались. И, конечно же, она прекрасно понимает, что уже как раньше уже не будет. Это всего лишь на уровне ее мечтаний, это на уровне мыслей каких-то, да, вот воспоминаний. Но то, что ей грустно, да, вот я могу смело сказать, что да, локти она кусает. Ей некомфортно абсолютно. Посмотрите, вот она иногда себя считает вот ну реально как загнанный волк, да, вот что делать, куда бежать, да, вот никому не нужна. Но есть периодически любовники, ну и что с того, да? Ну, попрыгала по жезлам, ну и что дальше, да? От этого счастливее не станешь. На одном интиме счастливые отношения не складываются. Я думаю, это любой человек понимает. Какой бы супер интим не был, все равно нужна любовь, нужны чувства, нужна вот именно душевная близость. Поэтому ее можно только пожалеть. Здесь абсолютно счастья нет. Здесь кусание локтей, локти, наверное, вкусные у нее, да? Поэтому, ребята, вот так вот.
Что имеем, не храним, потерявши плачем, но тем не менее она, конечно, пытается хорохориться, пытается показаться на людях, что все хорошо, все замечательно, да, вот что она такая вся звезда распрекрасная, вся жизнь прекрасна, она может рассказывать сказки, как она шикарно живет, но на самом деле, да, вот по факту вы видите, что ей плохо. И реально плохо, грустно, тоскливо, одиноко. Она от этой грусти, от печали, может быть, даже на какие-то курсы пойдет, чтобы отвлечься, на какие-то, может быть, повышение квалификации, чтобы как-то, знаете, себя отвлечь, свои мысли, ну, в другое русло, да, чтобы не страдать, а как-то разнообразить свою жизнь, обучиться чему-то, да. Поэтому я не скажу, что она слишком хорошо живет, абсолютно нет. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!